Всем привет, меня зовут Наташа, и вы на канале «Замуж в Индию». Друзья, мы сегодня отправляемся в поход, очень красивое место, я вам сегодня покажу. Придется долго идти, но, как говорится, оно того стоит. По дороге я вам расскажу много чего интересного, отвечу на ваши вопросы, так что, друзья, вперед! Друзья, я знаю, что вы иногда ходите в походы, и некоторые даже не знают, что надо взять. Вот я вам сейчас все расскажу. Водичка, агарпатин, у нас же дождик идет, много комаров. Если у вас тоже берите такое. Рогатка, свечка от привидений, подкова на счастье, дезинфекция, зажигалка, орешки для папы. А почему только для папы? Не, и для меня. Там целая гора. И как же без компаса? Еще от привидений. Ну все, закончил? Ну, вроде да. Примерно 7 километров нам предстоит пройти только в одну сторону, потом еще идти обратно, друзья. Кавалка. Посмотрите, какой красивый фон позади меня. Ну, вот так вот мы с Артуром ответственно относимся даже к вот таким вот походам, можно сказать, по-местному. А вот насчет Парама я бы этого не сказала. Сейчас он чуть-чуть отошел от меня. Расскажу вам, ну, это, можно сказать, индийский менталитет. Я, опять же, не отвечаю за всех индийцев, а то мне начнут писать, что мой муж не такой. Но вот вокруг меня очень много индийцев, вот именно вот с такими вот замашками, как и у моего мужа. Сейчас я вам расскажу. Значит, еще вчера я говорю Парам, давай мы завтра, туристов не очень много, давай мы завтра пойдем в поход в красивое место, мы давно планировали. Парам, да, классно, давай пойдем. И сегодня утром, прибежал Парам, но все равно, я думаю, он не поймет. Сегодня утром я уже проснулась с тем, чтобы собираться. То есть Парам увидел, что я куда-то собираюсь. И говорит, а куда это ты собралась? То есть, знаете, как будто бы вообще мы ничего не обсуждали, как будто бы не заводили абсолютно эту тему. А куда это ты собралась? Я же говорю, ну как это? Мы же вчера собирались отправиться в поход. Он, так это серьезно было? Ну, не знаю, но мне надо подумать. Ну, в общем, и началось слово за слово. Боже, я сейчас подожду, пока дождь закончится, потом вам продолжу рассказ этот. Сейчас, видите, дождь немножечко закончился, и дорога тоже закончилась нормально. Сейчас спускаемся в лес дремучий, и туман, вы видите, опустился туман. Какая красота, это божественно. Сейчас такая тенденция, дождь идет примерно минут 10, потом где-то минут 15 нет дождя, потом опять может ливануть в любую секунду. Но вот, по крайней мере, мы знаем точно, что будут перерывы, поэтому мы собрались в этот поход. Иначе до этого был просто без остановки ливень. В общем, друзья, подведу уже итог. С индийцами, во всяком случае, с моим мужем очень сложно что-то планировать. Даже вот на такое вот ближайшее будущее очень-очень сложно. Если даже вот я человек, ну как, не работаю официально, не работаю от звонка до звонка, и то я уже построила планы. То есть я знаю, что я завтра буду снимать видео, я знаю, что мои видео должны выходить вовремя, по пятницам и по понедельникам, поэтому я заранее должна все подготовить. То вот у Парама такого нет. То есть он говорит, что уже, как говорится, утром, и
под настроение, как все там карты лягут, и тогда мы уже будем строить планы. А заранее с ним очень сложно о чем-то договориться. И поэтому даже вот вы меня постоянно спрашиваете: Наташа, что там, какое у вас будет будущее, что вас ждет, работа, жилье, вы там ищете, не ищете, вас же скоро отсюда выселяют уже в конце сентября. Что там, что будет, я не знаю. Я не знаю, честно. Вот с моим мужем я не знаю. Наше будущее еще очень сильно такое вот расплывчатое. Слушайте, мои прогнозы по поводу дождя не оправдались. Как назло, сегодня дождь не по правилам льет. Пришлось, наверное, полчаса ждать, пока он закончил. Мы не ждали, мы шли под зонтами, но видео снимать я не могла. Тут камеру может испортить. Поэтому только сейчас, вот уже мы практически пришли, только сейчас я вышла опять в эфир. И знаете, что Парам сказал? Что это твой bad luck. Говорит, у тебя постоянно плохой настрой, ты думаешь негативно, поэтому вот у тебя и не везет. Что я говорю, почему вчера? Ну, я иду всю дорогу, бурчу. Почему до этого дождь практически не лил несколько дней? А говорит, ну вот потому что вот ты такая. Говорит, тебе все время что-то не нравится, ты не отдаешься воле, судьбе. И поэтому ты все время чего-то хочешь от жизни, не наслаждаешься тем, что есть. Но Парама совсем другая на этот счет политика. Парам считает, что глупо суетиться, нужно получать удовольствие от жизни здесь и сейчас. И не зацикливаться на своих планах. Ну, а вот я не такая. Но, видимо, я думаю, что и многие из вас тоже такие. Я выросла в другой, видимо, семье. И мы привыкли строить какие-то планы, идти к каким-то целям. А вот у него нет такого. Он говорит, Наташа, ты все увидишь, все будет нормально. Главное сейчас, поверь мне, говорит, все равно ты без еды, ты и Артур не останетесь. Без крыши над головой вы тоже не останетесь. И посмотрим, как будет. Говорит, у меня есть какие-то варианты, есть какие-то идеи. Но как оно будет, я точно тебе сказать не могу. Вот, а меня, друзья, такой стиль жизни как-то напрягает. Знаете, я, как говорится, не чувствую почвы под ногами. Раньше хотя бы мысли о родине придавали мне какую-то стабильность. Вот опять дождь пошел. Да, друзья, раньше я думала о том, что в любой момент мы с Артуром можем уехать на родину. Там есть дом, там есть семья, там есть друзья, там есть работа. И это, естественно, меня как-то окрыляло и придавало какой-то оптимизм в жизни. Боже мой, ребята, Артур говорит, здесь запросто можно улететь. Действительно, здесь открытое пространство, и ветер такой сильный, такой мощный. Просто зонт нужно закрыть по-любому. Сейчас... Боже мой, просто сдувает. Сейчас как Мэри Поппинс полетим. Yes, I don't want that fly away. Ребята, что это за монстр? Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает. Похож на червяка, но передвигается явно не по-червяковски. И это существо залезло Артуру на ногу, он как закричал. Мы испугались, мы думали, боже, может быть змея или что. Очень страшно. Артур еще взял с собой, вы видели, сколько всего он набрал, он потом еще лупу взял с собой, сейчас будет доставать, будет изучать. Не зря он тащил с собой все это, все необходимые для похода вещи. Знаете, друзья, другая часть меня говорит о том, что, может быть, действительно стоит прислушаться к Параму и поменять свое отношение к жизни, особенно после пандемии. Действительно, я думаю о том, что к жизни нужно относиться проще и надо ценить момент и наслаждаться здесь и сейчас. Друзья, здесь действительно
действительно безумно красиво, классно. Мы здесь были раньше, но на самом деле сюда лучше всего приходить в сезон дождей. Это просто какая-то сказка, словами не описать. Но вот сейчас тоже такой момент интересный. Это то, о чем говорит Парам. Я сейчас ему говорю: Парам, как жаль, что я не надела на себя какое-то струящееся платье или не взяла с собой какой-то платок. Какие бы эффектные бы, красивые получились бы фотографии и видео. Вы представляете себе? Вместо того, чтобы полностью отдаться моменту и наслаждаться, у меня все равно в голове какие-то мысли, даже сейчас. Да, вот вроде бы как это не так важно на самом деле, а я все равно себе в голове это все кручу. Все, выбрасываю это из головы и окунаюсь в эту прекрасную атмосферу. Вы видите, не зря ребенок набрал всего этого. Хотела сказать одно слово, но все эти нужные вещи Артур взял не зря. Вот, видите, он сейчас устроит романтические посиделки. И подковы на счастье. Угу. И салфетки. Много салфеток, вернее. Посмотрите, какой я красивый ракурс выбрала. Это, кстати, благодаря Артуру. Я заметила вот эту вот ветку, мне очень понравилось. На ней капли дождя смотрятся как гирлянда, блестят. И вот, как оказалось, Артур прихватил с собой еще и гирлянду. Ну и, в общем, мы ее решили использовать. И сейчас я хочу вставить для вас один такой мотивирующий сюжет. Вот, ребята, хочу вам показать, как живут в Матаране зажиточные люди. Вы видите, как красиво здесь. Какой красивый панорамный вид. На всю стену окна. На обезьяну, посмотрите, как здорово. Как раз попала. Вы представляете, мы как будто бы здесь в клетке сидим, а обезьяны на нас смотрят. Я вот все-таки вам показываю, какой классный вид отсюда, кроме обезьян. Сейчас опять же туман, но все равно можно понять, что вид обалденный. Красивая здесь мебель, огромные высокие потолки. Бавин нас сюда привел. Вот эта вот женщина говорит, что есть у нее какое-то жилье, которое она сдает. Я говорю, я бы хотела бы здесь снимать жилье. Говорит, нет, здесь они сами живут. А то, что они хотят сдавать, говорит, намного скромнее. Бавин говорит, что там даже туалета нет. Но туалет могут в течение 20 дней установить. Спасибо Бавину, он настолько большое участие принимает в нашем деле. Он понимает, что нам надо срочно найти жилье. И вот у него знакомых здесь, естественно, много. И он говорит, у меня, говорит, есть 5 вариантов для вас. Вот, видите, как живут дорого и богато. Кухня огромная, там бедрум. Что, Артур говорит, холодильник на замке. Но есть, видите, такой вот колорит индийский. Все равно, да, вот вроде бы как современное жилье, но все равно видно, что это индийцы здесь живут. Вот эти вот кувшины, видите, глиняный кувшин, в котором вода остается холодной. И вот еще один, смотрите, сосуд, копор на английском, я забыла, напишем, как называется. Вот, ну и там спальня виднеется, туда мы заходить не будем. И вот здесь, вот видите, еще комната, здесь алтарь, здесь они молятся. Артур, ты бы хотел бы себе такое жилье? Не мешай есть. Не мешай есть, хорошо. Угостили нас вкусными индийскими сладостями. А я пока пользуюсь возможностью, снимаю. Но вот тоже вот какие моменты интересные. Вы видите стулья? Ну я ж критик, я же все должна критиковать, вы же понимаете. Стулья пластмассовые. Ага, вон оно как. Значит, друзья, мы продолжаем искать себе новое жилье, делаем это медленно, не торопясь. Поставили на уши весь Матаран, и вот недавно Бавин, он действительно очень хлопочет за нас, спасибо ему большое. Он нашел для нас один вариант, вернее, он нашел женщину, у которой есть варианты. И эта женщина – мать самого богатого человека в нашем поселке. Ну и, собственно, в чем же мотивация, что родители этого самого богатого и знаменитого человека в нашей поселке – самые обычные люди. Мама его работала кухаркой,
на кухне помогала повару и мыла посуду. А папа его работал на рикше. Но, тем не менее, их сын выбился в люди, закончил университет. Хотя учился он в обычной государственной школе здесь, в Матеране, даже не в английской, в которую ходит Артур. И выучился на успешного инженера. И благодаря этому сейчас его мама живет, как можно сказать, в раю. И эта женщина сама здесь живет. А вот эта вот молодая, это работница. Я сначала не поняла, кто там молодая девушка. Она работает. То есть вот эта женщина сама не справляется, и молодая работница убирает, моет полы, готовит кушать. Вот так вот. Знаете, на что я еще обратила внимание? Что эта женщина, я имени, к сожалению, не знаю, пора мне не сказал, он обращается к ней Анти. Так вот, я заметила, что она действительно ценит то, что имеет. Видимо, человек, который прошел трудности, который добился всего не сразу, на самом деле от души может оценить то, что он имеет сейчас. Так вот, и потом она нас повела показать бунгало, которое они сдают, которое сдает ее сын. Ее сын инженер по строительству, и свои деньги он вкладывает, соответственно, в бунгало, в различные отели. Здесь в Матеране они сдают туристам, ну и вот какое-то бунгало они решили сдать, ну, предложить сдать нам. Но, к сожалению, бунгало, конечно же, мне очень понравилось. Там просторные комнаты, есть большая кухня, туалет, прихожая, все есть. Но цена, честно говоря, неприятно удивила. 25 тысяч – это все-таки дороговато. Но, тем не менее, вы немножечко посмотрите, оцените, какие здесь есть варианты. 25 тысяч – это дорого для такого жилья. На самом деле, если бы мы где-то бы искали в других местах Индии, не курортных, не туристических, то можно найти такое примерно жилье и гораздо дешевле, примерно в 2 раза. Вот, поэтому мы, опять же, как я говорила ранее, не спешим, не торопясь. Парам говорит, у нас еще есть время, еще до конца сентября что-то обязательно подыщем. Все хорошо, но для меня это, знаете, как бельмо на глазу. Вот я не могу спокойно смотреть на мусор. Здесь такая красивая природа, такая красота, но вот я просто в шоке. Рядом с мусоркой, неужели у них не хватило сил забросить эти баклажки в нее? Так ты целый день будешь убирать тут. Natasha, this is Neral. This river for going there. This whole river, Neral. Да, неспроста это называется Панорама Пойнт. Здесь можно увидеть все вокруг, абсолютно все. Она круглая. Здесь можно обойти и увидеть весь Матеран. Можно внизу увидеть Нерал. Просто потрясающее место. Сейчас туман, но это тоже придает, знаете, какую-то изюминку, когда сквозь туман проглядываются низины, дома, города. Это так классно. Даже отсюда можно увидеть Мумбаи. Ну, в принципе, теоретически можно. Так что все, кто решит посетить Матеран, обязательно приходите сюда. Об этой точке обзора не все знают, и здесь на самом деле туристов мало. अभी कितना दिन हो गया किधर से आ रहे हो आप लोग? राजकोट से। Matheran is a very beautiful place, India. आप कुछ ऐसा बोलना चाहती है जो बोल दो तो मैं वापस कर दूंगा रिपीट. Хотела взять небольшое интервью у парней из Гуджарата. Молодые парни, я думала, они разговаривают на английском, но они говорят, что мы в принципе говорим, но как-то стесняемся на камеру. Если ты скажешь, что сказать, тогда мы повторим. Ну, как-то это совершенно неинтересно, но все равно я для вас немножечко засняла. Они засмущались, но Парам с ними как бы нормально поговорил. Нравится им здесь, в восторге от Матерана. Приехали сюда специально в сезон дождей, потому что, ну, на самом деле сейчас очень популярен такой именно вид туризма. Приезжать в горы в сезон дождей и наслаждаться этими всеми водопадами, этими туманами и мокнуть под дождем. Ну все, находились, нагулялись. Аппетит появился у Артура, попросил печеную кукурузу. Сейчас поедим. Я очень надеюсь, что нам получится доехать до дома уже на поезде, потому что, честно говоря, усталость берет свое. Я уже отвыкла
Сейчас школы нет, отвыкла столько ходить. Ноги уже прямо аж крутят. बटर किधर है? Господи, эти обезьяны не дадут спокойно поесть. Мы уже пришли в центр, на главную улицу. Здесь их очень много. Там, кстати, где мы были на этой панораме Point, вообще не видели ни одной обезьяны, потому что туристов там мало, соответственно, еды нет, и им там нечего делать. Вот видите, стоит эта обезьяна и караулит, когда не даст расслабиться. What? I take stick. So now finish. This one I throw it. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.